У нас есть две цели на вечерних занятиях. Первое — это снова преподавать ACI-курсы, и всего есть 36 курсов. 33, если не, 32, если не считать обзорные курсы. Мы надеемся проводить 3 курса в год. Я их не преподавал 27 лет. Я начал эти курсы преподавать 27 лет назад, и мы их записали вместе с собакой, которая на фоне гавкала в доме, где мы их проводили. Так что мы пытаемся их снова записать. Скорее всего, есть вещи в старых записях, которые вы должны послушать. Потому что как раз в тот момент я заканчивал на степень Геша экзамен, и в этот раз, я думаю, будет более дружелюбная презентация человека, который преподавал в течение 40 лет, и, возможно, я буду миксовать много советов о том, как преподавать, и новые идеи буду рассказывать по поводу этих курсов. Но я бы сказал, что когда я читал их снова, готовясь к этому курсу, это действительно хорошие курсы, и они достойные. И, насколько я помню, я их не правил, то есть там нету больших ошибок в переводе. Перевод очень хороший, это реальная вещь. Ничто там нет того, что я написал. 100% это книги. Кроме одной страницы. И я вам не скажу, какая секрет. Это 6000 страниц перевода. И это все перевод. Ничего из этого не написал я. Так что это все великая классика от древних времен. И я думаю, что впервые и Джефф оценит это. Мы совместили и оригинальный язык, и перевод. Каждое писание в этих 6000 страницах есть и на оригинальном языке, и перевод. Поэтому можно всегда проверить, действительно ли правильный перевод, потому что есть оригинальный язык. И каждое слово можно проверить, правильно ли Гешла перевод. И я думаю, что в этом смысле курсы невероятные. Что мы будем делать по вечерам? Мы будем проходить через материалы этого курса. Каждого занятия, всего 10 занятий в первом курсе. И я буду проходиться по материалам каждого занятия. Вы будете делать нормальные домашки для этих курсов ACI. Даже если вы их раньше уже сделали, мне все равно. В монастыре было такое наказание для молодых монахов, которые прятались в кукурузных полях для того, чтобы сбежать из монастыря и посмотреть кино в городе. Если тебя ловят, то нужно было стоять вот так вот с постером этого кино, его нельзя было отпустить, нужно было так вот стоять много часов. И потом надо было делать типа 1000 простираний, и был большой аргумент в монастыре, большая дискуссия. Вообще-то это не наказание, а честь делать простирания. Поэтому сделать еще раз домашки — это честь. Это увеличит ваше понимание. Мне все равно, если вы это уже делали раньше. Пожалуйста, сдавайте домашки вовремя. Я на 27 лет старше, чем когда я преподавала их в первый раз. И я уже слишком стар, чтобы справляться с плохим поведением и с людьми, которые не следуют правилам. Когда я впервые преподавал курсы, я был няней. Сейчас у меня нет на это времени. У меня уже мало волос осталось от всего этого, того, что я был няней. Но теперь я более взрослый. И вы более стабильные люди. Я хочу, чтобы вы вели себя хорошо. И я ожидаю, что вы... Если честно, я слишком стар для того, чтобы какое-то неправильное поведение принимать.
Обычно есть 3 человека, которые отнимают все время нашего персонала. Если вы не будете делать домашки вовремя, или не можете приходить на занятия вовремя, у вас какие-то личные проблемы, то идите, решайте их и возвращайтесь после этого к нам. Я буду суровым с вами. Итак, у вас будет 2 домашки. Первая — это ACI, курсы домашка, и вторая — вы будете делать отдельную домашку для тренинга учителей. Там будут советы о том, как преподавать, в чем цель Института азиатской классики, как вообще, какая структура и так далее. Так что у вас будут 2 домашки, которые нужно будет делать каждый день. И мы выделили целый блок времени для того, чтобы вы их могли сделать. Это не как в ACI колледже. По-моему, у нас 2 часа есть каждый день днем для того, чтобы сделать домашки. Так что, пожалуйста, делайте. Я их написал сам, сделал за 20 минут, так что вы можете сделать за 2 часа. Я перейду прямо к домашним вопросам. Вопросам домашки, чтобы не пропустить их. Обычно я люблю рассказывать истории и забываю про домашки. Я хочу убедиться, чтобы у вас были ответы на вопросы из домашки. Скорее всего, я их буду перемешивать. Я буду перемешивать тренинг учителей. Давайте сначала начнем с тренинга учителей, а потом перейдем к домашке. Итак, общие комментарии. И я буду следовать также вашей домашке. Может быть, первый вопрос домашки — это в чем состоит миссия Института азиатской классики? Что мы должны делать? Почему вы становитесь учителем ACI? И в чем предназначение этой организации ACI? Во-первых, миссия ACI это должно быть правильное, релевантное и доступное. 3 слова я ожидаю в вашей домашке. Аккуратное, правильное, релевантное и доступное. 3 слова: правильное, релевантное и доступное. Этим учениям 2500 лет, и мы хотим их донести до современного мира правильным, релевантным и доступным способом. Что это значит? Первое. Правильное — это означает, что правильное — это хорошее, реальный буддизм. Это все древние тексты, сутры. Они переведены действительно очень-очень хорошо. И все оригиналы текстов в наших чтениях. Есть много людей, которые соединяют английский, сравнивают с тибетским для того, чтобы создать словари тибетско-английские. Просто сравнивают слова в этих курсах. Так что это очень правильные учения. И когда вы их будете передавать, вы будете передавать тоже правильно и аккуратно. Вы будете передавать эти знания правильным образом. Все есть. Это как рецепт торта. Это реально вкусный торт. Или Хаса подарил мне из Гвадалахары вот этот коричневый соус. Таблано. Но у него есть рецепт вот этого мексиканского соуса. И он был так добр, что привез мне этот рецепт. Это очень секретный рецепт. Я это создал для Вероники, приготовил. Но не нужно изменять рецепт. У этого рецепта, этот рецепт существует 2500 лет, и он работал для мира в течение 22,5 лет, так что не меняйте его, проверьте. И поэтому мы верим, что человек, который начал эту традицию, был всезнающим. Это не то, что как мама, которая точно знает, что у вас вы храните в своей комнате. Всезнающий это означает, они могут видеть все про вас, про вашу жизнь. Они могут читать ваши мысли,
всезнающие могут знать каждую деталь вашей жизни. И человек, который написал изначальные тексты, наблюдает за этим занятием прямо сейчас, спустя 2500 лет. Так что не думайте, что вы можете улучшить то, что создало это существо, или что это существо не знало, что жвачка будет популярная. Этот человек знает все, поэтому доверьтесь этому и не изменяйте. Это мое первое требование. Это огромное время заняло мне перевести это все. Не смешивайте, не меняйте. Если вы хотите преподавать типа какие-то психологическое там лечение, оздоровление, пожалуйста, делайте, но не в рамках ACI курсов. Нет требования, чтобы вы были буддистом для того, чтобы преподавать ACI. Есть много людей по всему миру, которые не буддисты, которые приезжают на ACI и на DCI курсы особенности. Мне все равно, кто вы. 99% людей в мире следуют тому, той религии, которой у их родители. И это нормально. И Керин Торнтон говорит: Гешела, мне нравится то, что вы преподаете, но моей дочери не нравится. Можно я буду следовать ее религии, а не вот это вот много рук Авалокитешвара хранить в подвале? Я говорю: да, хорошо, конечно, какая бы у вас ни была у вас церковь, в которой вы ходили в детстве. Сделайте свою семью, своих родителей счастливыми. Проводите выходные с ними. Я, например, провожу. Мне очень нравится Крисмас, я его отмечаю. Это культурные вещи. То, что вы делали весенний фестиваль в Китае ребенком, своим родителям. Продолжайте это делать и храните покой в своей семье. Мы не пытаемся это изменить. Мы пытаемся распространить информацию, которая может помочь всем в мире, каждому. И это не должно быть связано с религией. Если вы выбираете быть буддистом или вы хотите стать монахиней, например, как некоторые прекрасные люди здесь, то это хорошо. Да, станьте монахиней, преподавайте также ACI. Но вы не обязаны быть буддистом. Делайте то, что легально в вашей стране, и это нормально. Вы не должны выглядеть как гуру, или как лама, или как священник. Мы не создаем гуру, мы не создаем лам, мы не создаем священников здесь. Мы просто предлагаем информацию людям, которая поможет им в их жизни и в их будущих жизнях, во всех последующих жизнях. И это поможет не только людям, которые приходят на бизнес-семинары, это поможет всем людям. И в вашей практике, в вашей медитации наступит время, когда вы увидите всю Вселенную. Если вы правильно сыграете все свои карты, своей жизни, если вы будете медитировать, практиковать, то вы лично встретите каждое живое существо во Вселенной. И вы будете любить каждое существо. Человеческий ум имеет такую способность. Так что думайте в большом масштабе. Цель ACI — помочь всему миру. Это не буддийская секта или какое-то маленькое место. Это способ мышления и действия, и практики, который может помочь любому. Так что мы не вынуждаем людей следовать определенной религии. Это не важно. То, что делают ваши родители, то, кто у них на алтаре, следуйте этому. Это абсолютно нормально. Я рад, у меня также есть Иисус в комнате изображения, так что следуйте своей культуре. И пробуйте вот это вкусное мороженое, которое называется ACI. Мы здесь не для того, чтобы убедить людей в чем-то или присоединиться к чему-то. Нету лидера. Есть просто полулысый человек в пустыне, который преподает вам. Позже кто-нибудь еще будет. Может быть, вы.
Обычно так можно определить того, кто мудрый. Если у него лысина. Я Хасу сказал, говорит, он себе побрил по бокам, а у меня наоборот, сверху волос нет. Я думаю, что самое важное по поводу ACI курсов должно быть весело. Не будьте фанатиками. Веселитесь, должно быть весело. Жизнь невероятно короткая. Вчера мне было 25, я клянусь вам, мне вчера было 25. И бум, и мне 66 уже. Вау, что произошло? Так что не будьте слишком серьезными по поводу этого. Не будьте такими угрюмыми. Жизнь очень быстро пролетает, нужно веселиться. И ACI должно быть чем-то веселым. Я не хочу, чтобы люди были, вы должны это делать вот таким образом, иначе вы будете плохим человеком. Ну ладно, мы все умрем. Мы на лодке, которая тонет посреди Тихого океана. Давайте поиграем хоть музыку какую-то перед тем, как лодка утонет. Веселитесь, когда преподаете. Никто не любит угрюмых ACI-учителей или учителей в стрессе. Я пошел шпионить за одним из наших учителей, это было много лет назад, и был на заднем ряду их занятия. Две женщины передо мной сидели, и я сзади так сидел, и сзади этих двух женщин. И учитель действительно нервничал, учитель этой медитации. Чай пил вот так с трясущимися руками, и злился, и напряженный был. Вы должны делать вот так. И вот эта одна женщина передо мной поворачивается к другой и говорит, что ты думаешь? Не знаю. Не знаю, что за медитацию она преподает, но что бы это ни было, я не хочу быть такой вот. Я не хочу быть такой, как она. Поэтому будьте счастливы, веселитесь. В ту минуту, когда вы станете учителем, у вас появятся дополнительные проблемы, потому что демоны не любят учителей. Поэтому доверьтесь мне. Начиная с сегодняшнего дня у вас будет больше проблем, больше сложностей, больше людей. И просто скажите им, этим демонам, ты подальше. И просто веселитесь. Потому что что еще делать с жизнью? Что, быть угрюмым всю жизнь? Или людям говорить, делайте так? Так что должно быть, первое, должно быть учение правильными. Второе, релевантные. Свяжите эти курсы с реальной жизнью людей. Никогда не преподавайте занятия без того, чтобы связывать древнюю мудрость с реальными проблемами людей, с реальной жизнью. Вы не преподаете древние книги, вы преподаете людям, как быть счастливыми, потому что если... Я в Тайване получил от Джеффри фотографию. Он сходил на второй левел, на вторую ступень DCI, это о том, как найти свой талант и предназначение. И там была группа из 50 слепых людей, и он им преподавал вторую ступень DCI. И они все говорят, я хочу быть этим, а я хочу быть вот этим. Одна женщина говорит, я хочу быть стрелком. Я хочу быть реальным стрелком, и она слепая. И он говорит, хорошо, давай это сделаем, давай посеем семена. И он послал мне фотографию вчера, она реально на соревновании по стрельбе. И они согласились там на этом соревновании поместить колокольчик, приместить к цели, в которой он стреляет, чтобы когда он попадал, он мог слышать. Это было так круто. И было очень весело. Эта группа... Некоторые из них пришли на мое занятие по йоге. Алекс, мы с Алекс преподавали из Колорадо. Это здесь страна на севере, штат. И было так весело, было реально весело. Так что у вас есть проблемы, у меня есть проблемы, у нас у всех есть проблемы. Но как учитель,
у вас будет намного больше, эти проблемы размножатся. Но осознайте, у других людей еще более худшие проблемы. Есть люди слепые, мы не слепые, у нас нет рака, у нас есть мозг, и мы можем изучать эти прекрасные учения. Поэтому будьте счастливы. Итак, второе релевантное. Вот что было первое правильное. Не меняйте ничего. Иначе это не будет таким же вкусным и не будет работать таким же образом, если вы поменяете. Я могу подумать про такое циничное. Это как продавать от пожара вот эти, как они называются, которые не работают. И вот эти 36 курсов, они работают. Если у вас огонь, вы нажимаете на кнопку, и все срабатывает. Если ваш муж злится на вас или босс злится на вас, любая проблема, которая у вас есть, нажимайте на эту кнопку ACI-курсы, и это остановит огонь. И этот огонь называется смерть. Но если вы будете менять что-то, то это не будет работать. Представьте, люди, о, моя мама умирает, что мне делать? А просто выстрелили 6-й курс ACI. Да, но я изменю немножко этот курс. Тогда это больше не будет работать. Понимаете? Это большая важная вещь. Это как единственный рецепт против СПИДа, который существует в мире. Не меняйте его. Вы сможете спасти миллионы жизней. Но не говорите, о, вот здесь нужно немножко сахара добавить. И тогда это больше не будет работать для людей. Хорошо. Это миссия. А что было третье? Что было последнее? Доступное. Есть бэйби-учителя, любят показывать, как много они знают. Учителя йоги, они не преподают, они любят показывать, демонстрировать, сколько поз и как они их делают, сколько они знают. Вам нужно думать о позах, которые помогут людям. Им все равно, что вы можете делать. Какие-то там странные позы. Они просто хотят быть здоровыми. Поэтому сделайте знания доступными. Вы можете использовать слова на санскрите, на пали, на китайские слова. Можно иногда можно демонстрировать свои знания. Потому что я это тоже делаю иногда, может быть. Но в этом это не смысл. Мы хотим, чтобы информация была открытая для каждого. ACI-курсы — это открытый источник. Любой может загрузить курсы ACI. Они уже доступны бесплатно в интернете в течение 19 лет, 20 лет. Они бесплатны, и они в интернете, и любой может их загрузить. Мы сбили со счета, сколько было загрузок на втором годе. Умножьте это все на 10 или на больше. Мы хотим, чтобы люди использовали это. Не будьте жадными. И не будьте странными. Не используйте странные слова и вещи, которые люди не могут понимать. Понимайте свою аудиторию и оставайтесь на их уровне. Оставайтесь на уровне своей аудитории, сделайте доступными для них. Если ваша аудитория хочет пойти глубже, если они, например, из некоторых стран, которые я знаю, то доступный означает для них пойти глубже. Поэтому следите за своей аудиторией, за студентами и идите глубже, если нужно. И это всегда должно быть доступно, и интересно, и весело. Если это скучно, то это недоступно. Если это сухой материал, это недоступный материал. Если вы не подготовились к преподаванию занятия, это недоступное занятие. И, кстати, люди как собаки. Когда собаки гавкают на записях оригинальных ACI изначально, это был чивауа, и такой злой чивауа.
У меня были студенты, я начал преподавать ACI, и было 6 студентов, они приходили ко мне на кухню, мы сидели на кухне за столом. И Джон Стилвелл говорит, давайте запишем все. Странный парень. Я говорю, зачем, почему, в чем смысл? Извините. И люди приходили на занятия, и я помню одну женщину, которой не нравились собаки. Она заходит в комнату, и собака, и хватает ее. И я думаю, о боже, нам придется ехать в больницу, она меня засудит. И смысл в чем? Перед тем, как она что-либо сказала, перед тем, как она что-либо сделала, собака могла понять, что она не любит собак. У собак есть особый нюх на это. Какое-то, они могут читать мысли. И они могут сказать, и ваши студенты ACI могут сразу же понять, подготовлены вы или нет. Это нельзя притвориться, что вы знаете. Через 5 минут они будут знать, подготовлены вы к занятию или нет. Поэтому просто готовьтесь. Знайте свой материал. Не думайте, что студенты не понимают. Студенты понимают и знают вас лучше. Они знают, медитировали ли вы сегодня. Они это могут... У них нюх на это. Поэтому, чтобы быть на безопасной стороне, не имейте никаких секретов. Будьте и готовьтесь к занятиям. И действительно нужно готовиться, потому что это реальная вещь, это сложные вещи. И для этого к этому нужно готовиться, и вы будете намного более радостными, если потратите много времени на подготовку к своим занятиям. Итак, миссия — это представить. Это, кстати, следующий вопрос в домашке. Миссия — это представить эту древнюю мудрость открытым образом всему миру, без какой-либо нужды для людей присоединяться к какому-либо сообществу или секте. Это правильные знания, они применимы в реальной жизни, и это доступные знания, это доступно каждому, это должно быть доступно каждому. Краткосрочная цель ACI. Какая краткосрочная цель ACI? Это то, чтобы они изучили материал. Краткосрочная цель на этой неделе — это чтобы вы, ребята, изучили классику Jetsun Kappa, которая называется «Три главных пути». Это главное учение буддизма. Это не краткосрочная цель на эту неделю. Как это называется? Гурпа. Гусок Чиши. Это краткосрочная цель. Следующая цель — это сделать жизнь людей счастливее. Сделать жизнь людей счастливее. Жизнь сложная. Все должны умереть, мы все болеем. Вы потеряете каждого человека, который у вас есть. И вы потеряете все, что у вас есть. Все, что вы накопили в течение жизни. Деньги, семью. Вы все потеряете. Поэтому краткосрочная цель — это дать людям счастье. Еще одна цель ACI, и особенно DCI, это изменить то, как работает мир. Прямо сейчас, например, экономически, политически, модель — это соревнование. И я буду продавать больше, чем вы. Coca-Cola с Pepsi-Cola соревнуются, KFC с Макдональдсом. Кто заработает больше денег? И это все мышление в большинстве происходит из Америки, извините. Быстрее, выше, сильнее, бороться друг с другом. Я могу заработать больше денег. Я могу больше вещей сделать. ACI учителя наоборот. Делают все наоборот. Думать, что вы получите больше тем, что вы будете сильнее, быстрее. Это большая ошибка, которая является конфликтом, причиной конфликта, любого конфликта в мире. Война, любой конфликт происходит из мышления, того, что если бороться, ты получишь больше.
И ACI, миссия ACI, краткосрочная миссия ACI — сделать людей счастливыми на работе и в личной жизни. Второе — это изменить модель мира. Если это правда, что я буду зарабатывать больше денег, помогать другим зарабатывать больше денег, если это правда, что мы будем помогать другим, то как ACI-учитель вы сможете изменить модель всего мира, то, как работает все в этом мире. И это было бы так круто. Как бы это было здорово. Это было бы очень круто. И моя мечта — это то, чтобы это было анонимно. Люди не помнят имя человека, который начал ACI. И они даже не помнят, что это ACI начал эту новую модель в мире. Может быть, уже не будет ACI к тому времени. Это просто модель, как люди живут. Дети что-то хотят, и родители их обучают тому, что нужно сначала это кому-то дать. И это становится моделью во всем мире. Поэтому вторая цель ACI, первая цель ACI — сделать людей счастливыми. Дать им какой-то комфорт в этой сложной жизни. Вторая цель — изменить модель мира тихим способом. И чтобы нас никто никогда не признал. Третья цель. Не будьте лягушкой на колесе. Есть много-много миров, которые вы не видели. Не думайте, что ваш маленький мир — это конец всего. Женщина приехала из Азии сюда, в Алмазную гору, пару лет назад. И ночью вышла на улицу из Шанхая, в общем, она, и увидела звезды. В Шанхае нет звезд, очень редко. Она посмотрела на небо, и там миллионы, миллиарды звезд. Это лучшее место, где можно наблюдать звезды, лучшее место в мире. Мы находимся в 2 часах езды от ближайшего магазина, супермаркета, и она приехала сюда и спрашивает директора: а завтра тоже так же будет? Я завтра смогу увидеть эти звезды тоже? Так что все, что вам нужно сделать, чтобы понять, что долгосрочная цель ACI — это сегодня выйти и посмотреть на небо. Кстати, сейчас будет жарко. С завтрашнего дня будет жарко. Завтра вы начнете говорить, что слишком жарко. Так что наслаждайтесь весной. Весна здесь один день. Так что наслаждайтесь. Потому что завтра вы будете жаловаться по поводу того, что слишком жарко. Приносите на занятия одежду, потому что мы будем включать кондиционер. Если вы не привыкли сидеть под кондиционером холодным, то, как Люка, приносите теплую одежду с собой, чтобы многие люди могут заболеть. Приносите шарфы, шапку, пальто, потому что эта комната будет холодной, и вы будете следить, чтобы комната была холодная, потому что иначе люди засыпают. Если люди замерзают, они не могут заснуть. Могут, конечно, но это уже не моя вина. Так что выйдите сегодня и посмотрите на звезды. Это то, куда мы движемся. Я люблю смотреть на самую яркую голубую звезду. Так что не думайте о маленьком. Просто посмотрите вверх. Не думайте, что это единственный мир. Миров намного больше, чем этот. И поэтому следуйте намерению и цели ACI. И миссия — распространить эти знания на других многих мирах. Есть много миров, есть много видов существ, которые существуют. И мы не остановимся в этом мире. Мы не остановимся на том, чтобы изменить модель жизни в этом мире, потому что есть другие миры, где существа страдают, и мы им поможем. Прямо сейчас вы об этом сильно не думаете. Вы думаете: о, это в другой стране, это в Африке. Мне об этом не нужно беспокоиться, Гешла.
Да, но есть другие миры, о которых мы должны позаботиться. Так что цель менее чем разрушить смерть во всех мирах. И у вас есть способность это сделать. У каждого человека в этой комнате есть способность это сделать. Так что не думайте о маленьких вещах. Не думайте. Ваша цель большая. Цель ACI большая. И однажды вы увидите, вы скажете: о, Гешлер был прав. Второй вопрос. Что такое не ACI, не миссия ACI? Ну, здесь можно сказать много вещей. Я не хочу быть недружелюбным, я не хочу быть культом, я не хочу быть какой-то определенной религией, я не хочу быть злыми, грубыми с людьми: о, вы не моя религия. Я не хочу, чтобы мы были известными. До сих пор мы были... Если совместить ACI и DC, это самая большая буддийская организация в мире, но мы об этом не говорим. И мне все равно, это не важно. Мы здесь не для того, чтобы привлечь внимание людей. Но каждый человек в этой комнате любит внимание других людей, включая меня. Но вам нужно с этим, как учителю, вам нужно контролировать себя. Мы здесь не для того, чтобы создать гуру, лам, священников, министров, мастеров кунг-фу. Это не цель. Мы здесь для того, чтобы служить, быть служителями и поделиться этими знаниями, которыми нам повезло изучить от наших учителей. Так что это про то, чтобы помогать другим людям, а не быть известными. Мы здесь не ради какого-то культа или личного культа, не ради Геша Майкла. Мы здесь ради того, чтобы помогать людям. Второй вопрос домашний. Кто может преподавать формальные курсы ACI? Мне кажется, это важный вопрос для начала. Итак, у нас есть утвержденная группа профессоров для этого курса. Они такие же старшие, как и я. Они крутые практики, практикующие. Джей Би медитирует 40 лет. Они вместе закончили с Кони трехлетний ретрит. Чигми закончила очень длинный ретрит. Они занимались бизнесом много лет, и у них это хорошо получалось. И у нас есть план развить курс вместе с вами. Вместе с вами объединиться. Это то, что мы украли у Алмазной горы. Давайте позволим студентам создать этот курс, и мы расслабимся. Так что наша мечта — это чтобы работать вместе с вами и работать друг с другом. Профессора будут встречаться каждый раз за обедом после йоги, который будет заниматься каждый здесь. Кто-то мне сегодня говорил: у меня так тело болит, я не могу заниматься йогой. Я говорю: ну да, но приходи и посиди на коврике для йоги, и хоть что-то, подвигай пальцем. Это нормально. Не обязательно делать все, что делают остальные. Забудьте про остальные. Хоть чуть-чуть потянитесь, чтобы тело, кровь начала двигаться в теле. После йоги у нас будет час обеда. Мы с профессорами будем встречаться, но мы хотим ваш фидбэк о том, как сделать этот курс классным, как его преподавать более эффективно. Вы первый эксперимент, вы наша лаборатория, но мы хотим, чтобы наши крысы в лаборатории сказали нам, что им нравится, что им не нравится, как мы можем улучшить этот тренинг учителей. Так что мы открываем, это будет открытый курс. Но что мы можем сказать? Нельзя тренировать учителя в течение недели и потом отпустить их учить. Типа идите и после этого учите, преподавайте. Поэтому мы приняли решение, которое все еще обсуждаемо.
потому что вы нам помогаете развить этот курс. Мы думаем, приходите минимум на 3 курса, и тогда мы поговорим о том, чтобы дать вам провести сертификацию, и тогда вы можете преподавать. Не нужно приезжать подряд на все 3 курса. Добро пожаловать, у нас человек из Южной Африки здесь. Наконец-то мы встретились через 20 лет. Но помогите нам создать этот курс. И я думаю, что это потребуется 3 курса для того, чтобы действительно подготовить вас. Для того, чтобы мы могли вам сказать, все, теперь иди учи. И не обязательно приезжать подряд на 3 курса. Например, человек из Южной Африки может приезжать на те курсы, которые сможет. Теперь ответ на ваш вопрос. Любой ли может преподавать ACI? Любой. Эти курсы бесплатные в интернете. Мы их заблокировали, вы их не можете изменить. Любой может преподавать курсы, мы их называем курсы в комнате. Это менее 15 людей в комнате. Даже если вы были на одном занятии ACI, вы можете делиться этими курсами со своими друзьями. Это должно быть в комнате, должно быть менее 15 человек. Вы, пожалуйста, делитесь со своими друзьями, и я ожидаю, что я хочу, чтобы вы по дороге домой, когда будете лететь, преподали хотя бы 1 класс ACI человеку, кто будет сидеть рядом с вами. И это разрешается вам делать. У любого человека в мире есть разрешение сесть рядом с друзьями на кухне. В Гвадалахаре у них есть такая прекрасная карма, что они могут сидеть в этом пентхаусе в высоком здании. И там бассейн, это самый высокий этаж в этом здании, и там бар есть. Так что можете сидеть в таком пентхаусе или в своей комнате и преподавать друзьям. Если ваша страна не позволяет религиозное учение даже в комнате, в вашей жилой комнате, вы все равно можете проходить этот тренинг, и мы попросим вас преподавать вне вашей страны эти учения. Если ваша страна не разрешает преподавать эти учения, мы требуем, чтобы вы нашли другое место в другой стране, где можно преподавать. И если я найду, что люди преподают в стране, где это не разрешено, они подвергают опасности других людей, я отниму у вас сертификат. Это понятно? И это возможно. В английском есть такое выражение «было бы желание», как у нас говорят. Если у вас есть желание преподавать, вы найдете место, где это можно сделать. И я не хочу, чтобы кто-то попал, у кого-то были проблемы. Так, кто может преподавать ACI? Ответ – любой. Если у вас есть голова. Любой с головой. Если вы можете, у вас есть способ, как себя выражать. Сертифицированные учителя должны приезжать на тренинги. Сертифицированные учителя, которые будут на нашем сайте опубликованы, мы должны должны приходить на тренинги. Сколько курсов нужно пройти? Минимум. Мы это решим на этой неделе. Может быть, вы нам поможете. Мы должны сделать возможным для людей, например, из Южной Африки, получать также проходить эти тренинги. Мы ищем способы, как выдавать сертификаты учителям. Как это будет происходить, зависит от этой группы профессоров, менторов. Преподавать официально группы более 15 человек вне жилой комнаты, включая онлайн, более 15 человек, вам нужно быть сертифицированным учителем, и вы будете в списке сертифицированных учителей. И какие
курса вы сертифицированный преподаватель. И это будет на нашем сайте все опубликовано. И мы еще будем об этом говорить в процессе. Есть много вопросов, которые у вас есть, но не впадайте в стресс. Я все не могу в первый вечер покрыть все вопросы. Но это будет классная система, вам понравится. И мы хотим, чтобы вы преподавали. Мы отчаянно очень хотим, чтобы вы преподавали. И люди, которые приехали сюда, чтобы быть учителями, меня заняло столько лет, чтобы вас найти. Я горд тем, что вы здесь, и я сделаю вас учителями. Так что в этом цель, не беспокойтесь. А я сделаю вас хорошими учителями. Итак, сертифицированные учителя могут официально преподавать группам более 15 человек. И быть нужно быть в списке нашем. Как насчет людей, которые уже преподают 25 лет, но раньше не было такой системы? У нас будет система, мы назначим людей бабушками и дедушками ACI. Это значит, что особое исключение для людей, которые уже давно, много лет преподают. Но все равно мы будем требовать определенные вещи, чтобы вы перетренировали себя в определенных моментах для того, чтобы убедиться, что качество учений правильное, доступное и релевантное. Итак, следующий вопрос домашний. 36 формальных курсов ACI делятся на две группы. Как называются эти группы и какой основной, на чем они фокусируются? Итак, у нас 36 формальных курсов изучения. Есть другие курсы, которые, например, называются ежедневные практики, типа особой медитации, например, Тунглен. Там 50 страниц эссе, которое составлено из классических книг. Там нету ничего от Геши Майкла. По-моему, там около 50 страниц. И это отдельная вещь. Это тоже можно изучить. Но 36 главных курсов делятся на 18 и 18. Первые 18 называются, в домашке вы должны написать, основные 18 курсов ACI. Основные 18 курсов ACI. Это первая половина, первые 18 курсов. И я объясню структуру этих первых 18 курсов. Итак, у вас есть имя. Это основные 18 курсов ACI. И большинство из вас, возможно, знают, что последние 3, 16, 17, 18, это обзорные курсы. Обзорные курсы первых 15 курсов. Вторые 18 курсов — это курсы алмазного пути. На санскрите называется ваджраяна. Это курсы алмазного пути. Традиционно, если вы изучаете первые 18 курсов и вы работаете очень усердно, вы можете стать Буддой и можете помогать вот всем этим звездам, о которых мы говорили, примерно через миллиард лет. Можете стать Буддой. Это стандартный период времени для нормального Будды. Я даже не могу посчитать, сколько это. Скорее всего, миллиард даже слишком мало. Но если вы изучаете алмазный путь правильным образом, релевантным и доступным, вы можете сократить этот период времени до одной жизни, этой жизни. И это невероятная сделка. Это хорошая сделка. Но для этого нужно много тренироваться, чтобы пройти вторые 18 курсов и преподавать их. И как учителя я от вас ожидаю, как от учителей, чтобы вы не преподавали вторые 18 курсов, прежде чем вы обучите первые 18 курсов. Хорошо? Я пробовал. Я говорю, вот этот человек особенный. Знаешь, что закончишь 12 курсов, я тебя обучу ваджраяне. И эти люди, все у них, они потерпели неудачи.
Люди, которые не закончили 18 курсов, первые 18 курсов и начали изучать вторые, почти все потерпели неудачу. И это не круто. Поэтому ваджраяна — это быстрый трек. Есть слово на санскрите для этих курсов. Это слово тантра, мы это слово не будем использовать, потому что у него плохая репутация в мире. Даже в Индии слово тантра имеет плохую репутацию в мире из-за неправильного поведения учителей, которые практиковали другие тантры, другую тантру. Я был в Индонезии. Нет, извините. В Аргентине. Кто-нибудь есть из Аргентины? Есть. Я был... Меня попросили поехать в Уругвай. Как это? В Понте-де-Эсте, по-моему, меня попросили преподавать в футбольной команде. Было круто. Было весело. Это как бы Монте-Карло Южной Америки. Это было на пляже. И они были такие классные. Мы до 2 часов ночи с ними работали. И в аэропорту... А есть видео? Как называется? Из Уругвая. В аэропорту огромный постер в книжном магазине говорится «тантра», «секс», «убийство куриц». Я такой: о боже мой, мы не можем это слово больше использовать, поэтому я вас прошу, не используйте это слово. Особенно если учителя. Есть традиционное название высших продвинутых учений, и это название Ваджраяна, или алмазный путь. Я хочу, чтобы вы эти слова использовали. Тим мне сказал, что есть сейчас группа людей, которые себя называют алмазный путь. Ну, это нормально. Но вы знаете, что это означает. Это означает метод помочь всей Вселенной в вашей этой одной жизни. И, если честно, вы не хотите, чтобы это заняло миллиарды лет. Правда? Это слишком долго. Вам придется умирать. У вас диарея будет, я не знаю, сколько раз. Не делайте так. Просто запланируйте, что вы будете изучать вторую продвинутые ИСАИ-курсы. Это не продвинутые курсы, это абсолютные алмазные курсы. И по моему мнению, по моему честному мнению, потому что я их написал, это лучшие курсы Ваджраяны в истории. Они включают каждый важную тему Ваджраямы в одном курсе. Я был в 2 монастырях Ваджраяны в Тибете. И я был там той ночью, когда они начали дебаты. Я дебаты проводил со студентами в монастыре Ваджраяны. И, честно говоря, я был лучше их. И у них нет таких хороших курсов, как есть у нас. Мне все равно. Это реально лучшие в мире курсы. Это очень-очень круто. И вы это можете изучать. Ваджраяна. 18 курсов. В общем, ответ на вопрос у вас есть. Достаточно простой ответ. Вы не будете писать в домашке тантра-курсы, мы не будем их так называть. Даже в Индии для всех людей в Индии некомфортно использовать слово «тантра», потому что много людей неправильно используют это слово. Поэтому называйте это «алмазный путь». Я не хочу, чтобы вы в домашке писали тантрические курсы. Они намного лучше, чем это. Вы как, ребята? Я старше, чем вы, мне приходится стоять все время. Но если у вас вам срочно нужно идти в туалет, то можете легко выйти и пойти сбегать в туалет. Я отвел свою пожилую женщину на балет в Фениксе на этой неделе. Взял ее из ее дома престарелых, посадил в машину, загрузил ее кресло
Мы были последние, кто заходил в аудиторию, нас ждали. И я пытался доехать вовремя, но она садится. Они стали уже выключать свет в зале. И она очень громко говорит: мне нужно в туалет, я хочу писать. И я такой... Я такой, они уже на нас злятся, что мы опоздали. Ну ладно, что делать? Берем это инвалидное кресло, и они ждали 15 минут. Огромная аудитория, зал. Все ждали, пока она сходит в туалет. Почему я об этом говорю? Да. В общем, перерыва не будет, иначе будет слишком медленно. Перерыва не будет, если нужно сбегать в туалет, просто бегайте. Это не будет неуважительно. Нельзя вредить своему телу, поэтому, если вам нужно... Если вы выпили пару бутылок воды перед занятием, просто идите и не спрашивайте меня. И не надо выглядеть так, что вам очень хочется в туалет. Просто входите. Вот Фил покажет вам, в каком направлении идти. Следующая тема. В краткосрочном мышлении я думал про ECI. Курсы. Я хотел поделиться курсом Геша с современными людьми вне Тибета. Я был в таком возбуждении, я заканчивал свою на степень Геша. У меня оставалось 3-4 года до того, чтобы закончить. И я был настолько вдохновлен этим невероятно крутым курсом. Кстати, Гева Шиньян на санскрите Кавальяна Митра. Геша означает друг. Геша — это Кальяна Митра. Это не в домашке, не беспокойтесь. Но это означает духовный друг. И это то, кем я хочу, чтобы вы были. Мы хотим вас сделать этим, чтобы вы были духовным другом, духовным гидом для людей. Поэтому курс Геша невероятный. Люди меня просили преподавать буддизм, и я такой: ну хорошо, давайте я преподам весь курс Геша. Они говорят: у нас нет 25 лет. Я говорю: 7 лет есть? Поэтому мы делали каждый год по 3 курса, чтобы у них было время на то, чтобы переварить эти курсы. И я сказала: хорошо, давайте создадим 18 основных курсов, которые содержат курсы на степень Геша. Вообще эти курсы на степень Геша начались около 1000 лет назад. В те времена великие монастыря Цангкапы там преподавали это и мастера, которые изучали великие классики, великую азиатскую классику, и стали мастерами. Они уже 1000 лет назад назывались Геша. Есть Кадампа Геша, Доджи Геша и Геша Дролунгпа. И это 1000 лет назад, так что это слово, название Геша, этому 1000 лет. И формальная степень была образована 600 лет назад. Но эти курсы на степень Геша такие невероятные, что я хотел поделиться ими с современными людьми. И в истории человечества впервые женщин обучали этим курсам. Пуме — это на тибетском означает «женщина», что означает, что нет пениса и низшее перерождение. Это слово для женщин на тибетском языке. Им не разрешалось изучать, учиться на степень Геши. И мы нарушили эту традицию. Нас за это много ругали, и было много критики за это. Недавно люди, которые нас критиковали, только что прошли курс Геша, женщины. 20 лет. Когда это было? 2 года назад? Первая женщина, которая получила степень Геша.
До этого им не разрешалось изучать это. А сейчас уже есть женщины Геша, так что мы это начали. Моя мечта была такая. Современные люди, и даже люди, не всем монахам разрешалось учиться на степень Геши. Мы не монахи и монахини. И женщинам не разрешалось тоже изучать. Почему, я понятия не имею. Есть 4600 текстов Древней Индии, которые написали, которые не писали женщины, и мы нарушаем эту традицию. 99% всей традиции — это прекрасная традиция, но вот эта была плохая. И я ее нарушил. Это была моя мечта. Итак, курсы на степень Геши делятся состоят из 5 великих текстов или книг. Я написал документ в вашем мануале, руководстве. Это будет и на бумаге, мы вам раздадим, и будет онлайн. Я написал 25-страничное эссе об основе этих первых основных 18 сей курсов. И вы сможете почитать, и вся эта информация там есть. И уже сегодня вечером вы сможете получить доступ к этому мануалу. И вы увидите, что половина мануала еще не закончена. Но эссе про основные 18 ACI курсов закончено. Это 25 страниц. Я вставила туда все изображения всех мастеров. Чандра Кирти, Дарма Кирти, Асанга, Гундапаба. Это заняло у меня много работы. Итак, 5 великих тем, которые раскрываются на курсах Геша. И есть 4 великие школы. Это ваш последний вопрос в домашке. 5 великих тем раскрыты в 4 великих школах Древней Индии. Мы не говорим о чем? О 4 школах тибетского буддизма. Мы не говорим об этом. Есть 4 традиционные школы в Тибете, и мы об этом не говорим. Мы говорим о буддизме, которому 2500 лет в Древней Индии. Там было 4 школы. И вопрос в домашке, вам нужно дать 5 названий. Извините. Давайте сначала сделаем темы. 5 великих тем. Я не говорю про школу. Я говорю про темы курсов на Геше. И это отличается. Если вы хотите правильно, если вы хотите очень хорошо сделать домашку, то можете связать эти 5 тем со школами. Но, итак, 5 великих тем. По порядку сделать? Да, наверное, лучше по порядку. Кстати, также я дал вам, как это называется? Я поместил туда расписание того, сколько времени уходит на изучение каждой из этих тем. Вы увидите. Да, хочу сделать по порядку, назвать вам эти темы. Первая из 5 великих тем, это не школы, первая из 5 великих тем курса Геши, это Абхидharma. Именно на русском мы говорим высшее знание. Абхидharma — это высшее знание. Первая великая тема курса Геши — это не по порядку того, как вы их изучаете, но по порядку того, к каким школам они относятся. Абхидharma — высшее знание. Я это в домашке не спросил, но, может быть, надо было. Каждая из 5 великих тем курса Геши имеет книгу, великую классическую книгу, которая ассоциируется с этой темой. Это не у вашей домашки, можете расслабиться. Но Стэнли, возможно, скажет мне, какая первая книга к первой теме относится. Абхидharma Коша, мастер Васубанду. Вы увидите в мануале, как правильно пишется.
Он жил в 350-х годах. Я не говорю про династии китайские. Я буду говорить западные даты давать. Мне кажется, до конца моей жизни наступят времена, когда мы будем говорить все на языке китайских династий, но сейчас мы говорим про западные даты. Точные даты неизвестны, я, возможно, мог бы узнал, но у меня не было времени, поэтому мы говорим в 350-х годах. Книга называется «Сокровищница высшего знания». Абидарма Коша. Сокровищница высшего знания. And still accountants in India are called Kotaris. It still comes from Kosha. Okay. And Stanley happens to be translating. Стэнли переводит until 2042 is their schedule, right? До 2046 года по его расписанию. 46? Oh. До 46 года. Может быть, нам надо ускориться. Очень важный комментарий по этой теме. И в течение первых 12 лет моего изучения на Геше я перевел очень важный комментарий на эту тему. Какая тема? После того, как Будда умер, в течение 700 лет, после его смерти, более продвинутые студенты были архатами. Есть, конечно, дебаты по поводу этого повода. Но они собрали вместе 7 великих коллекций его учений и назвали эту литературу высшим знанием. Это были собраны вместе студентами после того, как Будда умер, ушел. И они как бы напутали некоторые великие вещи, но 90% этого — это очень важная основа всего буддизма. А Абидарма очень важная, она не содержит высшие знания о пустоте, но в течение 700 лет после Будды это то, что люди преподавали. Это то, что преподают в Шри-Ланке, в Таиланде, в Бирме. Вот эту традицию. О чем? Какая тема? Я описала это следующим образом. О чем это содержание? Ну, в общем, это практически каждая основная идея, которую преподавал Будда. Например, 4 шага DCI происходят отсюда, 4 закона кармы происходят отсюда, 4 цветка происходят отсюда, 4 шага признания происходят отсюда. Это невероятная книга. Вторая великая тема называется Виная. Это нравственность, основанная на обетах. Это обещание через принятие обета хранить определенный код поведения. И вы это будете изучать во время сяй-курсов. Это называется Виная. Виная происходит от корня, который означает «приручить дикое животное». Эллисон переводит великую книгу Цункапы на эту тему. Итак, здесь какая великая книга для изучения обещаний, обетов? Эта книга называется Сутра Виная. Сразу после этого вы должны сказать, что это не сутра. Сутра технически означает учение, данное напрямую Буддой. Но это также может означать короткую книгу или короткую классику. Типа, может быть, 12 тысяч страниц, но, например, Йога-сутра, 210 стихов. Типа, примерно это 12 страниц.
Поэтому Сутра Виная — это книга, которую мы используем для изучения Виная в монастыре. Но это не сутра, это просто короткая книга. И мы можем ее называть «Короткая книга о нравственности, основанной на ведах». И имя автора — это Гуна Прабана. Гуна Прабана. Это есть в вашем чтении, не переживайте. Я не использую презентацию, потому что это у вас есть в чтении. Не хочу, чтобы вы тратили время на это. Я хочу, чтобы вы сейчас послушали и получили оральную передачу знаний. И он жил примерно в 550-х годах. Третья великая тема на санскрите — прамана. Скажите прамана. Если вы хотите очень хорошо произнести, то вот так нужно язык назад. Прамана. Большинство санскрита произносится с языком загнутым вглубь. Прамана. Прамана означает правильное восприятие, достоверное восприятие. Я изменил это название на ясное мышление. У меня это заняло 27 лет, но я очень счастлив, я очень рад. Итак, что такое буддийская логика? Это ясное мышление. И вам нужно тренироваться, чтобы мыслить ясно. И это невероятный инструмент для всех буддистов. Называется прамана. Ясное мышление. Как мыслить ясно? Какие правила для того, чтобы мыслить ясно? И, кстати, большинство информации о том, как мы воспринимаем вещи, например, важная дискуссия о том, как в DCI 7 ступени Чи и Чедек, основные их характеристики, качество и характеристики очень глубокое. Вот эта тема называется в буддизме ключ к пустоте. Это очень важно. Это не какая-то скучная вещь. Я потерял половину своих студентов, когда преподавал 13-й курс ACI. 13 реально это в западных странах не самое лучшее, неудачное число. Так что 13 это плохое число. В большинстве зданий высоких нет 13 этажа. Почему я? К чему это я? Да. 13-й курс ACI. Это курс про логику. Я потерял половину студентов на этом курсе в тот год. И я, кстати, преподам вам весь этот поток. Я буду преподавать один за одним курсом. И как вы поймете, вы будете знать название всех 18 курсов в конце недели. Вы будете знать, о чем, какая главная идея в каждом курсе. И вы мне скажете, почему Гешла преподавал именно этот курс следующим. Даже я это не знала ранее. Но я просмотрел на это сейчас все это и понял, почему именно такой порядок курсов. Школа, кстати, здесь сутристы. Школа сутристов. Это последователи сутры. Мистер Всезнайка, не смотри вокруг. Почему школа сутристов называется сутристами? Почему они себя называют сутристами? Первая школа — это Абхидharma. Кстати, Виная относится к Абхидharma школе, та же самая школа. А сутристы? Почему сутристы? Они говорят ребятам из Абхидharмы: вы просто изучаете то, что студенты потом сложили. Мы хотим изучать то, что говорил Будда. Поэтому вторая школа, вы можете называть школой логики или школа сутристов. Они говорят: мы единственные, кто сутра, мы единственные, кто изучаем то, что действительно сказал Будда.
И они очень заинтересованы в том, как мыслить ясно, потому что инструмент, который нужен каждому буддисту. Почему? Важные вещи. Для того, чтобы остановить страдания, нельзя увидеть глазами. Мы должны развить наши ментальные способности, наше ясное мышление, чтобы увидеть вещи, которые нельзя увидеть глазами и ушами. Вы обязаны научиться развить этот инструмент, развить способность в уме видеть вещи, которые мы не можем увидеть глазами. Иногда это еще называют третьим глазом. Третий глаз — это не какая-то не какой-то странная вещь алмазного пути. Это способность видеть вещи, например, как пустота, которые нельзя видеть с помощью глаз. Мы развиваем вот эту мышцу здесь. Следующая тема Геши. Сколько уже всего? Сколько их всего? 5. А сколько школ? 4. Но 5, если поделить 4-ю школу на 2. Но мы еще сюда не добрались. Итак, четвертая основная тема курса Геша. Это называется совершенство мудрости. Называется совершенство мудрости. Прачна парамита. На китайском Боро-боро-мито. Прачна. Скажите прачня. Парамита. И русский самый близкий современный язык к санскриту. Он очень точный, близок очень к русскому. На русский мы говорим «знаем». I know на английском, я знаю, а русском это очень близко к санскритскому языку. И это круто. В общем, теперь. У совершенства мудрости есть, по крайней мере, 2 различных значения, которые противоречат друг другу. Поэтому вы должны знать, о каком совершенстве мудрости мы говорим здесь. Когда говорим о темах Геши, и когда мы говорим о Геше, теме, которая называется «Совершенство мудрости», на тибетском парчин, это изучение нижнего срединного пути, школы нижнего срединного пути. Это изучение нижней части срединного пути, то есть высшей школы. Почему? Потому что эти ранние работы по срединному пути, Бхава-вивека асанга, они презентуют каждую основную тему Махаяны, каждую основную тему высшего пути. Так что это очень круто. И когда вы достигаете праджна парамиты в монастыре, это когда вы начинаете изучать Махаяну. Не говорите для своим студентам Махаяна. Изучайте то, как... Не надо своих студентов, не заставляйте их изучать санскрит и все эти слова сложные. Поэтому совершенство мудрости в монастыре, на курсе Геши, это просто означает изучение нижней части срединного пути. Почему? Обширная энциклопедия всех великих идей, за исключением идеального объяснения пустоты. Так что это очень круто. И если честно, это половина курса Геши, это 12 лет занимает. Так что должно быть это важно. Я забыл сказать вам важную книгу для праманы. Школы ясного мышления. Это написал Дharma Kirti. Не путайте его с другими мастерами.
И в Википедии под Дharmakirti стоит картинка, на самом деле, Чандракирти. Я написал всем своим друзьям, типа, вы исправьте это в Википедии. Они у меня украли картинку, что нормально. Я эту картинку получил в России, и там внизу подписано. И они это взяли, поместили фотографию Чандракирти под Дharmakirti. И Чандракирти, Дharmakirti — это великий логик, и мы изучаем его великую книгу, которая называется «Комментарий к достоверному восприятию» или «Ясному мышлению». Что означает в данном случае достоверное восприятие или ясное мышление? Это работа его учителя Дигнага. Но я вам это еще не рассказываю. Просто напишите Dharmakirti в домашке. Кстати, это традиция в буддизме. Никогда не говорить о вашем учителе, о вашем личном ламе, как бы голое имя никогда не называйте. Мы не должны просто говорить Dharmakirti. И в ACI курсах мы пытаемся использовать всегда слово «мастер». В Китае очень хорошая есть традиция. Они всегда говорят Геша Майкл Лауши. Они всегда говорят Лауши. Всегда они называют Лауши. Это очень вежливое обращение. И в традиции буддизма мы всегда говорим «мастер Dharmakirti». Я бы предпочитал, чтобы вы тоже так делали. Вам не нужно быть буддистом, чтобы изучать ACI, и не нужно быть буддистом, чтобы преподавать ACI, но вы должны с уважением относиться и называть мастер Dharmakirti. Хорошо? Дата его 650-е года. А кто написал книгу для 4-й темы? Это был Майтрея на самом деле, а его секретарь получил все преимущества, а Санга, он записывал книгу. То есть книгу написал как бы Майтрея, черточка Асанга. Это полубрат, сводный брат. Как называется книга? Драгоценность осознаний. Драгоценность осознаний на санскрите? Абхисамая. Аланкара. Абхисамая Аланкара. Вам это не обязательно знать. Просто напишите драгоценность осознания. Это очень-очень важно. Например, нам нужно большинство этих книг выучить было наизусть в монастыре. И это источник для двух вещей. Для танца льва медитации и для 1000 книг по колесу жизни. 2 строки на санскрите. 12 лет мы изучаем это на курсе Геша. 5-я тема. Я знаю, что вы устали, но просто наслаждайтесь. 5-я тема. Срединный путь. Кстати, 2 других значения совершенства мудрости, которые не означают. Это не то, что мы имеем в виду, это 6 совершенств Бодхисаттвы. Шестое совершенство Бодхисаттвы — это мудрость, и это тоже то, что означает совершенство мудрости. Другое значение, еще одно совершенство мудрости — это огромная группа сутр и историй. Иногда это очень длинная книга, 8000 стихов, или 25 000 стихов, или 100 000 стихов. Это огромная секция в писаниях, которая называется «Совершенство мудрости». Так что не путайте. Как геша тема это означает нижняя часть срединного пути. Это большая разница. Не перепутывайте. Итак, важный вопрос в домашке. Я вам скажу позже. Хотя я получил ваше внимание. Итак, 5-я тема называется «Срединный путь». Не забудьте, что есть нижняя часть Срединного пути. Не забудьте, когда вы перечисляете темы Геша, или когда вы поедете в монастырь, вас спросят, ну и что вы там изучаете? Используйте правильные названия.
И есть неправильные названия. Срединный путь означает изучение высшей части школы Срединного пути. Это изучение высшей части школы Срединного пути. Большая-большая книга, которая не основная книга изучения, это книга Нагарджуны, которая называется «Мудрость». Книга просто называется «Мудрость». Написал Нагарджуна в 200-х годах. Это то, когда буддизм вернулся к тому, кем он был, через 700 лет после того, как Стэнли Чен Абхидхарму преподавал. Нагарджуна возвращается и говорит: ребята, вы вообще неправильно пустоту понимаете. Так что его кличка — это второй Будда на этой планете. Второй Будда, который на этой планете. И он в 200-х годах появился. И его книга иногда называется «Мудрость», но иногда она называется просто «Срединный путь». Так что и самый известный комментарий к этой книге называется «Вхождение в Срединный путь». И они не имеют в виду здесь Срединный путь как школу. Они имеют книгу Нагарджуны. И написал этот комментарий мастер Чандракирти, который жил в 650-х годах. Да, в 650-х годах жил мастер Чандракирти, который написал комментарий к мудрости Нагарджуны. Можно я продолжать буду? Да, это комментарий к книге Нагарджуны, которая называется «Мудрость», но еще также у нее название «Школа Срединного пути». И комментарий называется «Вхождение в Срединный путь». Это не означает вхождение в Срединный путь как философию. Это просто комментарий на книгу Нагарджуны. Хороший вопрос. Это 5 великих книг. Мы большинство из них запоминаем, заучиваем наизусть в монастыре на время курса Геше в монастыре. Я выучил всего Абхисаланкару. И части других книг. Но вам это нужно. Это для того, чтобы дебаты проводить. Нельзя проводить дебаты без знания этих книг. Теперь я вам буду презентовать вам эти темы в соответствии со школами. Следующий вопрос в домашке, уже последний. Я достаточно успеваю, по-моему. Тим обещал этого не делать, но я это делаю. Но, возможно, нам придется закончить половину домашки завтра, но в любом случае. Итак, 4 великие школы Индии. Они немножко пересекаются, мы посмотрим. Первая великая школа называется Диталисты. Диталисты. Ист означает, что это член этой группы, деталист. Буддисты, например, тоже исты. Деталист. Кто-нибудь может мне сказать, кто не человеческий словарь, почему так они называются? Почему они называются деталисты? Они говорят о стольких деталях того, как работает карма. Нет, хорошая попытка, но нет. Есть книга, которая называется... Есть книга, которая называется «Детальное объяснение». И это та книга, которой они следуют. Это основная книга Абхидхармы. Деталисты означает Вайбашика, но часть названия Вайпаша. Поэтому деталисты просто означает, это люди. Первая школа из 4 великих школ Индии называется люди, которые любят читать книги, которые имеют детальное объяснение. И это одна из книг Абхидхармы. Вайпашика называется.
Вам не нужно знать все это, как правильно произносится. Кстати, так прикольно видеть, что у стольких людей джетлаг, а у меня нету, потому что в течение многих лет обычно все наоборот. Вторая великая школа, кстати, Абхидharma. Теперь Геша темы. Какая тема Геша к этой книге? Две. Абхидharma и Виная относятся к первой школе. В общем, не путайте все эти школы и темы. Я пытаюсь запутать вас, но покажите мне, что вы умнее, чем это. 5 тем, 4 школы. Они пересекаются вот так. Первая тема — высшее знание. Вторая тема — и эти обе темы, они все относятся к самой нижней школе деталистов, Вайбхашика, деталисты. Абхидharma и Виная относятся, эти темы две относятся к этой школе. Вы привыкли к ним. Куншин, пустота. Но попробуйте запомнить первое занятие, на которое вы попали. Я помню первое занятие, на которое я попал. И люди были такие: Вайбхашика. В общем, люди использовали все эти слова, и для студентов это было легко, потому что они это уже 10 лет изучали, но не забудьте, что ваши студенты не такие. Не путайте их со всеми этими санскритскими словами. Абхидharma звучит для вас комфортно, потому что вы это уже слушали 10 лет, но не надо это на своих студентов все навешивать. Первая школа — деталисты, школа деталистов. Вторая школа — мы об этом говорили. Сутристы. Сутристы. Они следуют сутрам. Они говорят: мы не хотим следовать этим книгам, которые написали человеческие существа. Мы хотим сутры сердца, мы хотим сутры алмазного огранщика, мы хотим реальные сутры. И их можно также называть школой логики. Иногда их называют школой логики. А теперь мы их будем называть школа ясного мышления. Это их основная тема номер 3. Третья тема. Третья тема. Теперь первые 2 школы и первые 3 темы мы закончили ветку, которая называется «Нижний путь». Нижний путь. Теперь вы должны кое-что знать по поводу нижнего пути. На тибетском это «текмен». «Мен» означает «нижний». «Ге-мен» означает «женщина», как бы нижнее существо на тибетском. Я надеюсь, что они изменят вообще свой язык в этом смысле. Это только что французы бы сделали. У них было достаточно мужества для того, чтобы сказать: давайте изменим это слово. В общем, и это нижний путь. В буквальном смысле означает хина-яна. 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 Хина означает нижнее. И это хина-яна. Это означает, вы посещаете Шри-Ланку, Таиланд, Бёрму, не называйте это хина-яной. Вы попадете в тюрьму. В их стране это называется теравада. Истинный путь, теравада. Если вы хотите быть вежливым, то в буддийской группе в одной из этих стран не называйте это хинаяной. Это как нижнее рождение. Это как вы называете их нижнее перерождение. Это как бы не по-доброму. Но в наших писаниях это называется нижний путь. Прямо такое же слово. Нижний путь. Итак, первые 2 школы — это хинаяна. И какие темы хинаяны? 3 темы. Или теравада, если вы сидите с людьми из этих стран. Третья школа. Школа ум только. Школа ум только. К какой теме относится эта школа? $50. Я только говорю про деньги, 2 человека сразу просыпаются. Стэнли говорит: это относится к совершенству мудрости. Ворд говорит: нет, не так.
$25 за то, чтобы ответить на вопрос. В общем, вы оба не правы, я сохранил. В общем, вы не оба в точности ответили. Теперь, когда Геше изучает школу ум только? Верно. Курс номер 15. Что Будда имел на самом деле в виду? Мы изучаем это. Изучали это в течение месяца в определенном городе в Китае. Я собирался об этом сказать. Оставайтесь со мной. Основное место в курсе Геше, когда вы изучаете школу ум только, это когда вы изучаете сутру, которая называется «Что я имел в виду на самом деле», что Будда имел в виду на самом деле. И как вам могли бы сказать ребята из программы Pure Gold, забудьте про первый CI-курс, мы его завтра сделаем. Было 3 великих периода его учений. Первый, я называю это период списков. Он составил списки. Есть 4 истины, есть 12 звеньев, есть 5 путей, есть 4 шага, 4 закона кармы. И ты такой. Это период списков его жизни. Первая вещь, которую он когда-либо преподал, была 4 истины Будда. 10 топ-10 этических принципов. То есть он организовал все для людей. В срединной части его жизни он поднялся на гору, и сказал: кстати, все эти вещи, которые я вам сказал, все эти списки, они не существуют, они нереальны. Каждый список, который я вам дал, каждый пункт вашего этого списка, который я вам дал, не существует на самом деле, нереально. Это как бы шутка такая. Я вас обманул, ребята. Обманывал в течение 25 лет. Угадайте, что произошло? Люди были в шоке, и некоторые из них пришли к нему, и Бодхисаттва пришел и говорит: послушайте, вы потратили первую часть всей своей карьеры учений, давая нам эти списки, и мы в это верили, мы их практиковали. Теперь мы пришли во вторую часть вашего периода учения. Вместо Нью-Йорка мы приехали в Алмазную гору. А вы говорите: кстати, вот эти все списки, которые вы нам дали в Нью-Йорке, они не существуют, все это не так. И мы запутались, Будда. Что же реально на самом деле? Какие 2 самые известные сутры из второго поворота колеса? Сутра сердца и сутра алмазного огранщика, где говорится: ничто не существует, ничто нереально. Естественно, некоторые люди начали возмущаться: о чем ты говоришь? Как это все нереально? Он говорит: послушайте, вы не поняли. Позвольте мне объяснить вам по-другому. И он преподал 3 характеристики школы ум только. И тогда вот в этот момент он преподавал школу ум только. И срединная школа поняла это. Когда, кстати, третье колесо, первый поворот колеса называется список. Поворот колеса означает, это период учений, но почему он называется колесо? Почему это символ буддизма? Да, я кручу колесо сейчас, а вы, когда получите сертификацию, тоже начнете крутить колесо. Или уже будете неофициально крутить колесо в самолете, когда будете рассказывать кому-то про это. И 3 периода очень интересно. Ребята ум только, они говорят: о, давайте начнем школу, которая называется ум только. А срединный путь говорит: ребята, он говорит о том же, о чем говорил ранее. О чем вы? Понимаете? В общем, вы не изучаете этот аргумент, пока не начинаете
изучать высшую часть Срединного пути. Это относится к высшей части Срединного пути. Но, как Стивен правильно сказал, это возникает очень важно в учениях по карме. И это возникает в Абхисамая Аланкаре. Очень важный предмет, тема по школе Ум Только. Так что можно сказать, что школа Ум Только, она касается других тем. И основа школы Ум Только — это Срединный путь. Третья школа. Какая тема в монастыре? Как в монастыре Нагеша? Какая тема из 5? Да, это высшая часть Срединного пути. Это то, где вы изучаете Джанги. У нас нет отдельного курса по школе Ум Только в монастыре. Итак, 4-я школа, Срединный путь. Этот Срединный путь — это не то же самое, как Срединный путь, который является названием темы на Геше курса. 4-я и высшая школа, которая называется «Срединный путь», и тема курса Геши, которая называется «Срединный путь», это не одно и то же, потому что как школа «Срединный путь», 4-я школа «Срединный путь», у нее есть 2 части. И нижняя часть этой школы — это 4-я тема. Запутались, да? Ну ладно. Как школа, Срединный путь — это высшая школа, а как тема — это 5-я тема. И там внутри у этой школы есть 2 школы. А как тема — это высшая. Теперь, поскольку это ваши домашки, мы почти закончили. Есть 2 школы, 2 группы. Я прошу вас до конца жизни называть их группами Срединного пути. Первая называется на английском, на русском группа независимых. Группа независимых. Независимая группа. Группа независимых. И они написали книги. Для какой темы Геше курса? 4-й, которая называется «Совершенство мудрости». Извините. Если вы появитесь в монастыре и скажете: «Я изучаю совершенство мудрости», и вы имеете в виду нижнюю часть Срединного пути, то у вас проблема. А теперь, что мы изучаем на наших занятиях переводчиков? Вы всегда можете приехать, всегда есть какой-то сбор, чтобы заплатить за кондиционер, но вы всегда можете подать заявку и приехать на этот курс. И мы рассматриваем, мы перевели уже 3000 страниц за последние 2 года. Никто столько не делает. Это невероятный курс. Вы можете приехать и просто посидеть на этих занятиях. Вам придется все равно заплатить за курс, но извините. И вот на этом курсе мы изучили классную причину, почему нижняя школа называется независимая. Это супер классно для меня. Супер интересно. Будда сказал: вещи не растут сами по себе, вещи не растут из других вещей, вещи не растут из того и из другого, и вещи не произрастают из ничего. Это очень известное высказывание. И большой парень в нижней части Срединного пути говорит: Будда пропустил слово. Он должен был сказать: вещи не растут сами из себя, вещи не происходят из других вещей со своей собственной стороны. Ему нужно было сказать со своей собственной стороны. Потому что вещи же произрастают из других вещей. Деревья произрастают из семян. И это то есть эти ребята из нижней части Срединного пути, Будде надо было сказать:
В абсолютном смысле они не происходят из других вещей. Потому что если вы говорите просто «они не происходят из других вещей», то это запутанно. Нужно было сказать, что они не происходят из других вещей в абсолютном смысле. Тогда бы все поняли, о чем вы говорите. Потому что когда вы говорите, что вещи не существуют, то как из других вещей, то как насчет деревьев? Понимаете? Теперь $100 за ответ. Почему это мнение, кроме Уорда, ему $10 за это? Почему это мнение должно было считаться независимым? Да. Они думают, что у слова есть своя собственная независимая сила. Потому что если кто-то правильно не поймет это выражение, то они не поймут, и даже если мы скажем в абсолютном смысле, потому что слова пусты. У слов нет силы со своей собственной стороны. Сила слов происходит из вас. Последнее кино, которое вы видели, оно происходит из вас. Поэтому они должны вам деньги, шучу. Понимаете? Если вы думаете, что кому-то будет легче понять, если вы скажете в абсолютном смысле, то вы думаете, что у этого слова есть больше силы, чем у другого. Но у слов нет своей собственной силы. Эта сила происходит из вас. Понимаете? Вы, скорее всего, единственные люди во всем мире, которые понимают, почему так школа называется. Итак, как называется школа высшая часть Срединного пути? Это школа последствия. Школа последствия прасангика. Почему называется школа последствия? Школа последствий. Ворд ко мне приходит, говорит: Гешла, у меня есть идея, что все фрукты оранжевые. Готовы? Я говорю: о, правда? Посмотри на этот банан. Похоже, что он оранжевый. Высшая школа Срединного пути называется так. Последствия. Потому что это относится к тому, что это относится к последствиям высказываний других людей из других школ, из других. То есть они говорят о последствиях других высказываний людей из других школ. Right? It's effective. Has the real meaning. It always refers to things that go like this, right? From its own side. Right? Okay? You could never call fishing looking for girls. Right? Because it has its own Игра слов на английском. Got it? Okay? You're getting the deep explanations. Глубокое объяснение. Высшая школа Срединного пути называется результаты или последствия, потому что если вы верите в неправильные идеи о пустоте, то результат — это то, что вы будете говорить глупые вещи, типа того, что все фрукты оранжевые. И как мы боремся с этими людьми? Мы не говорим: о, Ворд. Нет, есть другие фрукты, которые не оранжевые. Есть желтые бананы. Это не так круто. Крутая система высшей школы Срединного пути — это показать, взять этот желтый банан и перед его лицом вот так вот показать и сказать. Вы не говорите, что я не согласен. И вы не говорите: вот этот желтый фрукт. Вы говорите: вот тебе еще один оранжевый фрукт. Это называется как бы циничные последствия такого вашего мышления. У нас еще 3 минуты осталось. Последний вопрос домашний. Я знаю, что я это уже говорил, пытаюсь просто ваше внимание привлечь. Последний вопрос, честно. Вот это то, что я действительно имел в виду. Последний вопрос домашки. Как мы делим 4 древние школы на 2 группы? На основе чего мы говорим Хинаяна и Махаяна, например?
You can say motivation. Вы можете сказать, это из-за мотивации. Нижние две школы, они не заинтересованы в том, чтобы спасти всю Вселенную. 3 цели ACI: сделать людей счастливыми. 2. Измените модель мира. И 3. Спасите все миры. Первая группа хинаян, они просто хотят, они думают только о себе. И это разница между хинаяной и махаяной. Но если вы прочитаете Абхидharма Кошу, они обсуждают бодхисаттв. И они обсуждают вещи о том, чтобы спасти весь мир. Я тебя поцелую, но у тебя борода. Идеальный ответ. Это второй ответ на вопрос. В этом ответе я хочу 2 части. Первая. Нижняя школа, высшая школа. Нижняя школа, у них нет бодхисаттв. Высшая школа — это ум только и срединный путь. Они хотят спасти всю Вселенную. А Абхидharма и сутристы и деталисты, они думают только о себе. Но это же в книгах, что они думают о других. Теперь, если вы хотите пойти глубже, что вы должны хотите, как ACI учитель, обсудите это с точки зрения 6 оттенков пустоты. То, как вы разделяете эти школы на хинаяну и махаяну, это на основе того, насколько хороши их объяснения пустоты. Насколько хорошо они объясняют пустоту. Давайте сделаем это. Вы не сможете дольше оставаться, потому что будете слишком уставшими. Хотите? Сделаем быстро. Итак, мы будем говорить о 6 оттенках пустоты, которые являются истинной основой того, почему различаются эти 2 школы. И вам это нужно понимать, если вы хотите понимать структуру ACI, основных ACI курсов. Понимаете? Я пытаюсь сделать вас настоящими ACI учителями, которые действительно понимают, что такое ACI. Вы должны знать школы. Вы должны знать темы. Готовы? И вы должны знать 6 оттенков пустоты, чтобы знать, почему высшая и низшая школы отличаются. Хинаяна и махаяна. Готовы? Кто-нибудь скажите мне, первый оттенок пустоты. Мы уже 10 раз это проходили. Да. Вещи. Кстати, каждый раз, когда вы преподаете 6 оттенков пустоты, начните предложение начинайте предложение со слов «вещи пусты» или «вещи не имеют» и так далее. И дальше нужно заполнить. Первое оттенок пустоты — это вещи не длятся вечно. Ваш муж не будет кричать на вас всегда. Ему нужно спать, есть. Примите прибежище, это реальное прибежище, в понимании того, что ваш муж обязан измениться. Он не может кричать на вас всю ночь. Но ему нужно будет какой-то перерыв. И это нижняя часть пустоты, ваш ум, который кричал на вас, кричит на вас. Кстати, сейчас мы релевантны к нашей жизни. Ваш ум не может кричать на вас вечно. Это принятие прибежища. Это первый оттенок пустоты. Ничто не длится вечно. Какой известный пример, который обычно я здесь даю, когда я обсуждаю это? Абрахам Линкольн, самый сострадательный человек в истории Америки. Он должен был убить больше человек, чем любой другой американский президент. И когда у него была эта большая встреча с генералами, он говорит, единственная хорошая вещь по поводу этой войны, это то, что это не продлится вечно. Это самый-самый нижнее прибежище. Моему мужу придется в какой-то момент лечь спать. Это не самая эффективная пустота.
Было бы здорово, если бы мы смогли его сделать так, чтобы он никогда на нас не кричал, но можно принимать прибежище в нижнем оттенке пустоты, это реальное буддийское прибежище. Я не буду кричать в ответ, я не буду реагировать, потому что это не может кричать вечно, когда-нибудь ему придется пойти в туалет или сделать перерыв. Это нижняя форма пустоты. Какая школа? Это нижняя школа. Школа деталистов. Второй оттенок пустоты. Второй вид пустоты. Вы не можете контролировать вещи в этой жизни. Забудьте про это. Наступит день, когда вы не сможете дотянуться до своей руки. Не говорите мне, что вы можете контролировать мужа или свои финансы или свою страну. Вы не можете контролировать даже свой палец на руке. В конце концов, в больнице кто-то будет подавать вам воду. Да поверьте мне, я был уже в этой жизни много раз в таком моменте. У вас нет контроля ни над чем. Примите прибежище в этой нижнем виде пустоты. Он будет кричать на меня, муж. Я могу попробовать поговорить с ним и все это попробовать, но он все равно кричит. Я не могу контролировать ничего, поэтому просто расслабьтесь. Решение ли это? Нет. Помогает ли это? Да. Это нижняя школа. Это определение нижней школы. Это решение? Нет. Но это делает вас то, что вы чувствуете себя лучше? Да. Это очень круто. Да, вы правы. Вторая школа в основном. Ну, в основном. Третий вид пустоты за $0. Да, хорошо. Тани да тани джупи. Кирки шепе. Тани джупи шеше. Джупе думпа. Кирки ше дукче импа. Магиченга дукто. Вещи пусты от того, чтобы быть тем, чем они называются. Вещи пусты от того, чтобы иметь свои имена, названия. Ну, неважно, можно смиксовать на самом деле третий, четвертый. Лука права, скорее всего, это мой путь, я пойду вашим путем. Мы это делаем с помощью локтя, школам только. Вот здесь семя на локте. Неделю назад вы кричали на детей, через неделю семя проросло, выросло, вы заходите на кухню, и семя раскрывается в вас и вашего мужа. Одно семя делится на субъект и объект. Не говорите мне, что ваш муж плохой человек. Вы плохой человек. Вы создали и кричателя, и того, на кого кричат. Так что не обвиняйте. Не обвиняйте его. Вы создали его. Кто вас привел на кухню? Кто привел его на кухню? О чем вы говорите? Почему вы злитесь? Если вам это не нравится, прекратите кричать на детей. Не сейте дерево, если вам не нравятся ветки, понимаете? Какая школа? Школа, вы уверены? Это не решение ко всем проблемам во Вселенной. Прекратите сеять плохие семена. И не обвиняйте жену или мужа. Звучит хорошо для меня. Да, да. Кстати, ну ладно, не пойду здесь. Мне все равно, если вы спите или не спите. Школа только говорит. Муж, кричащий на вас, это видео, проигрывающееся в вашем уме. Он не существует вне вашего ума. Это видео, которое вы посеяли в своем собственном уме. Понимаете? У меня есть очень глубокий вопрос за $100, который меня кто-то спросил. Is worth $25. Один ли это на $25 вопрос?
Когда я целую своего мужа, я целую, что себя получается? Это был очень глубокий философский вопрос. Элисон, можешь следить за деньгами? Хаса получает $75, Питер получает 25. Не евро. Понимаете? И они говорят, что все происходит в вашей голове, и именно поэтому они называются нижней школой. Итак, четвертое воззрение, четвертый вид пустоты, четвертый оттенок пустоты. Какой? Неважно, и то, и другое ум только. Обе идеи относятся к школе ум только. Неправда, что вещи называются так, как они называются, по своей собственной стороны. Четвертый вид пустоты. Например, какое-то... Происходит какая-то проблема, они это просто называют другим словом. О, произошла экономическая катастрофа, проблема, а вы типа говорите, о, ну это была катастрофа, которая привела к чему-то хорошему. Вы можете это действительно использовать другими словами, что предполагает, что у вас есть свобода называть проблему с мужем возможностью. И это правда. И это помогает, правда? Когда ваш муж кричит на вас, вы можете сказать, ну теперь, поскольку экономика такая низкая, мы столько можем заработать. Если мы начнем говорить друг с другом цивилизованно, мы можем сделать прогресс. Понимаете? Из проблем можно создать возможности. Это четвертый вид пустоты. Согласно некоторым школам ACI. Пятый вид пустоты. У вас нету вещей, у вас нету микрофона или компьютера, пока у вас не будет правильного восприятия. Этой вещи не существует. Всего существует 50 на 50. 50% должно быть вот там, существует квадрат какой-то, 50% Гешел должен быть не пьяным, не сумасшедшим. И между этими двумя вещами мы получаем компьютер. 50% происходит от объекта, и 50% происходит от субъекта, от меня. Это большая разница с нижней школы, где люди думают, что ручка происходит со своей стороны, так что это достаточно большой прыжок. Половина этой ручки происходит из меня. Эти люди говорят. Половина ручки происходит из меня. Половина ручки происходит с ее стороны, половина с моей стороны. Мы где-то посередине встречаемся. Понимаете? Okay? That's the emptiness. Это пустота. Not simply established with the help of an unaffected, undrunk, uncrazy state of mind. The object is appearing from its own side, but not on 100% on its own power. Объект не происходит, это нижняя часть высшего пути, половина объекта происходит со своей собственной стороны, половина от меня. Хорошо, высшая школа, самая высшая школа. Если вы хотите, чтобы муж не кричал на вас на кухне, прекратите кричать на детей. Это все происходит из этого. Это пусто от того, чтобы происходить из чего-либо другого. Это высшая пустота. Понимаете? Это пусто от того, чтобы происходить из чего-либо другого, кроме того, что вы кричали на своих детей в прошлом. И это высший вид пустоты. Теперь. Это реальный метод разделения Геше на 4 школы. Это не по книгам, не по авторам, не по историческим периодам. И это не то о том, как они думают спасти весь мир или нет. Это о том, насколько сложная их презентация пустоты. Это ваш последний вопрос в домашке.
нижняя часть срединного which in the пути, Geshe topics has a nickname. что в теме Геша, как мы называем совершенство мудрости, верно? Запутал вас? Yeah. Somewhere in the history of my teaching career, no doubt I said that, but I'm not completely. Is it a mind? Yeah, it is. Yeah. That's a good question. Do I have an answer for you? Хороший вопрос, который я не слышала половину. I will adjust what a Pratyeka Buddha focuses on, which is. Я поправлю то, на что фокусируется эта книга, это зависимое происхождение. Как насчет этого? И слушатель, он бы фокусировался на этом. То есть Чандракирти говорит, он кланяется всем архатам, потому что они реальный источник Будды. И он кланяется, он поклоняется слушателям, потому что они получили осознание, основываясь на 4 истинах. И вот в этом основная разница. Я исправлюсь. Но, скорее всего, это где-то я это говорил. Вы получите домашку только по тренингу учителей и не по ACI. Я завтра попробую преподать то, что я собирался преподать сегодня. Но теперь вы можете оценить этот курс Геша и курс ACI. Вы понимаете ACI. Что мы следующее будем делать? Это мы пройдемся через 18 курсов этой основной серии, не алмазной серии, и мы посмотрим на то, какие школы и какие виды или оттенки пустоты, или какие темы Геша в этих курсах. Как только вы это будете знать, вы сможете быть реальным учителем ACI. Вы будете понимать всю структуру ACI курсов. Круто? Круто? Fechangku. Fechangku. All right. Connie. Miss Connie. By the way, Connie. Кстати, я не хочу, чтобы ACI была буддийской сектой в каком-либо виде, но я думаю, что молитвы — это круто. Буддийские молитвы — это круто, потому что это молитва за финальную цель ACI. Мы хотим достичь всех звезд. Rira blingshinde gyanpadi sanye shingtu mikte ulvargi droku nandak shindla duparshu idam guru ratna mandala kam niryatayami Digeokum Sunam Yeshe Tsok Tsokshim Sunam Yeshe Lechung Wei Dampa Kuni Tuparshu. Cool. By Sunday, you have to know those two prayers. К воскресенью вы должны знать 2 эти молитвы в оригинальном произношении. К завтрашнему дню вы должны уметь, как складывать пальцы правильно. Вот, видите, вы забыли, как это было тяжело в начале.
сложить пальцы. Спасибо. Спасибо за то, что вы здесь. Спасибо за то, что имеете мужество и желание стать учителями Исяи. Мы вас обещаем сделать хорошими учителями Исяи. Вы будете крутыми Исяи учителями. Это наше обещание. И вы можете помочь, сможете помочь большим людям, чем делая что-либо в мире. Нет никакого другого способа помочь людям больше, чем вот эти курсы. Это самое великое, что вы можете сделать в своей жизни. Я вам могу сказать, со своего возраста 66 лет, это лучшая вещь, что можно делать в своей жизни. Спасибо.